Вот приехали новые станки. Это пильно-фрезерный станок. А это вот калибровально-шлифовальный. Еле-еле затащили их. Завтра будем разбираться. Где Матвей? Матвей? Он приходил к тебе? Так он там ведь, в той комнате. Какой? Какой? Привет, Кубай! Отдай быстро! Ты что делаешь? Пошел ты так быстро! Я! Самая трудоемкая и продолжительная операция в изготовлении торцевых разделочных досок – это шлифование. Я уже поменял 3 шлифовальных станка и вот наконец дорос до 4-го станка. Это уже такой промышленный калибровально-шлифовальный станок с 2 лентами. Поработал я на нем около полугода, долго приноравливался, но наконец-то вроде бы освоил. Вот сейчас хочу вам о нем рассказать. Станок очень большой, мастерская у меня маленькая, поэтому с той стороны я даже не смог вам его нормально показать. Но вот так он выглядит с обратной стороны. Это станок компании Felder. У меня модель вот FW 1102 Classic. 1102 это означает, что ширина шлифования 1100 миллиметров. Мощность станка 15 киловатт. Ну, это основной двигатель шлифовальной ленты. Но есть еще 2 двигателя 0,75 и 0,16 киловатт на подачу и установку по высоте. Дополнительные покупки компрессора для позиционирования ленты на валах. Ввел продавец меня в заблуждение, пришлось взять очень большой компрессор с расходом воздуха 800 литров в минуту, а потом оказалось, что у данной модели нет обдува лент, куда в основном воздух используется, а есть только позиционирование ленты на валах, поэтому мне хватило бы 100 литров в минуту. Ну, вот раз уж приобрел такой большой компрессор, то буду с ним и работать. Нужна еще и подготовка воздуха. Вот там висит устройство, которое очищает и осушает воздух, подаваемый в станок. В станке 2 шлифовальных ленты. Вот первая это для грубого съема материала, для грубого шлифования, вторая уже для тонкого. Но я использую, поскольку у меня очень тяжелое шлифование, я использую 80 и 120, а затем уже довожу вручную. Ленты снимаются вот таким образом. Тут ослабляется, вот это все откручивается и можно менять ленты. Управление у него классическое для станков Felder. Включение станка, вот это подача транспортера, это включение ленты. Очень хорошая функция в этом станке, в отличие вот от двухбарабанного шлифовального станка, который я использовал, это разные режимы шлифования. То есть здесь, по сути дела, три основных режима. Вот в этом положении, когда утюжок установлен на 0, работает только первый вал. Если я включаю утюжок, то работает первый и второй вал. То есть происходит сначала грубое шлифование, затем уже более тонкое. Но и третье положение я могу отключить первый вал, и будет работать только утюжок, потому что первая бумага достаточно агрессивная, и иногда второй вал не снимает те следы, которые оставил первый вал. Вот это, конечно, очень удобная функция. Станок хороший. Единственное, о чем я пожалел, что я не взял систему управления DigiDrive. То есть здесь надо вот стрелками устанавливать нужное значение. Нельзя вывести то значение, которое тебе требуется. Цифрами ввести там
условно говоря, 15 миллиметров. Вот это, конечно, для меня очень неудобно, и возможности заменить на этом станке, по-моему, нет. Я задал вопрос, но пока мне не ответили. То есть очень удобная та система DigiDrive, которая стоит у меня на Рисмусе, когда можно устанавливать точное значение и устанавливать приращение. Ну, давайте сейчас покажу, как он работает. Первый, самый грубый вариант съема я использую, когда я делаю вот эти такие тонкие вставки для фрезерования. То есть поверхность получается ровная, но не гладко шероховатая. Но в принципе для фрезерования мне не нужна здесь гладкая поверхность, поскольку все это будет с одной стороны отфрезеровано, а с другой стороны потом уже спилено. При шлифовке на торцевых разделочных досок приходится использовать, по сути дела, все три режима. Сначала калибрование первым валом, затем шлифование первым и вторым валом, ну и под конец уже шлифование только утюжком, который расположен вместе со вторым валом. Вот эта доска из ясеня, ясень очень твердая древесина, шлифовать его очень сложно. Это вот доска после Рисмуса, но видно полосы, которые оставили ножи, поэтому сейчас я отшлифую эту доску и, ну, не знаю, будет видна вам разница или нет, но на ощупь это хорошо чувствуется. Результат после шлифования первой лентой, но видно, что очень глубокие риски оставляет лента, поэтому в таком виде, конечно, доска на дальнейшую шлифовку не пойдет. То есть переходим ко второму этапу шлифования. После второго этапа шлифования вот доска стала заметно более гладкой, но все-таки вот эти риски все еще видны. То есть вот это убрать ручной шлифмашинкой очень сложно. Поэтому сейчас выставляю третий режим, когда будет работать только утюжок со второй ленты, и попробую еще раз пошлифовать. Наконец, результат после финального этапа шлифования. То есть полоски небольшие заметные от 120 ленты, но без этого не обойтись. Но главное, нет глубоких рисок, которые оставила 80 лента. То есть сейчас доска вполне готова для шлифования ручной шлифовальной машинкой орбитальной, для того, чтобы получить полностью гладкую и ровную поверхность. Могу сказать, что станок очень хороший, вроде бы пока надежный, не ломался. Но единственное, если кто-то соберется покупать такой станок, то не жалеть денег на систему управления DigiDrive. То есть это гораздо более удобно. То есть примерно такая же система, как стоит у меня на Рисмусе. Но если кто не знает ее или не помнит, что я показывал, сейчас покажу. Меня привлекает то, что можно устанавливать точные значения подъема стола, установки стола, и можно устанавливать приращение, что очень удобно. Но сейчас покажу, будет шумно, поэтому рассказывать не буду.